Добрый день, меня зовут Станислав, и вы на канале Орхидеи дома. Сегодня я хочу поднять вопрос о поливе орхидей. Естественно, люди, которые занимаются орхидеями уже годами, этот вопрос не интересен, они уже приловчились и уже знают, когда же поливать свои орхидейки. Но люди, которые только начинают заниматься орхидеями, естественно, их интересует, когда же наступает момент, что орхидеи пора поливать. Давайте на примере нескольких орхидеек мы сегодня разберемся, когда же наступает этот момент. Вот, допустим, эта орхидея имеет корни темно-зеленого насыщенного цвета, то есть такую орхидейку поливать еще рано. Вот следующая орхидея, которая имеет корни уже не такого темно-зеленого цвета, уже верхние корешки у нее имеют такой серебряно-серый цвет, а нижние, давайте вот так вот посмотрим, еще не совсем темно-зеленые, но с хорошим таким еще зеленым оттенком, и такую орхидею поливать еще не надо. Она попросит воды через несколько деньков, где-то, я так думаю, дня 3-4. Так что уберем мы и эту пока орхидею. Возьмем следующую. Вот в этой посадке мы видим, что как и верхние корешки, так и нижние корешки уже имеют серо-серебристый такой цвет. Вот эта орхидейка уже говорит о том, что полейте меня, я хочу пить. Будем поливать. Следующую давайте посмотрим. Здесь тоже как верхние, так и нижние корешки уже серо-серебристого цвета, и эту орхидейку тоже нужно полить. Следующая. Здесь тоже плохо из-за мха видно, но просматривается тоже серебристо-серый оттенок. И еще один момент. Когда вы берете горшок, вы прямо чувствуете, тяжелый он или легкий. И когда вы взяли горшок и еще даже не посмотрели в руки, и чувствуете, что он легкий, это и будет одна из предпосылок, что пора поливать. Но понятно, что в любом случае вы должны обращать внимание именно на корни. Именно когда корни станут серебристо-серого цвета, вот только тогда наступает момент, когда нужно их полить. Ну и последнюю сейчас посмотрим. Здесь, тоже имеет серебристо-серый оттенок, и вазон тоже уже в руке, он очень легкий. Эту орхидейку мы тоже будем поливать. Полив я провожу дождевой водой. Орхидейки очень любят температуру воды 25-30 градусов. Следующее.
здесь емкость снизу уже побольше, так что можно налить прямо с мерного стакана. Здесь тоже. И оставляем теперь их на 15-20 минут. Ну вот, прошло уже 15 минут. Давайте посмотрим, как тут наши орхидеи. Ну, эта орхидея еще не очень хорошо. У нее не очень хорошо корешки напитали влаги. Мы ее пока не вытаскиваем. Следующая. Здесь уже нижние корешки набрали темно-зеленый цвет, но посмотрим здесь. И здесь вот уже видно, что пошел влага пошла уже к растению. Эту орхидейку мы можем уже вытащить. Так, следующая. Вот, а здесь очень хорошо. Даже вот видно по этим верхним корешкам, что орхидея набрала достаточно влаги. Эту орхидею мы уже вытаскиваем. Следующая. Здесь тоже корешки уже темно-зеленого цвета. Эту орхидейку мы тоже уже вытащим. Ну, а эти две красавицы я оставлю еще где-то минут на 5-7 до полного позеленения корешков, до темно-зеленого цвета. Ну, вот, пожалуй, и все. О чем я хотел сегодня с вами поговорить. И мой призыв к вам: поливайте орхидеи только тогда, когда она этого попросит. Если у вас возникли какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Буду рад вам всем ответить. Ну а на сегодня, пожалуй, и все. Всем до свидания, до новых встреч. Извините, оговорился, конечно же, одна осталась у нас здесь орхидейка. И хочу вам напомнить, если вам понравилось видео, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, я буду вам очень благодарен. Пока.